И сегодня мы в студии Ханафи делаем мини-тату. Делать мы это будем с помощью техники вип-шейдинг. Это будет правильно и гармонично. Когда мастер перманентного макияжа начинает делать мини-тату, он становится более востребованным. Его средний чек растет. Всем привет! Я Екатерина Третьякова, и сегодня мы в студии Ханафи делаем мини-тату. Екатерина Третьякова – наставник и тренер по перманентному макияжу, практикующий косметолог, тренер по инъекционным методикам с опытом работы более 6 лет, руководитель и создатель лицензированной школы ProfSchool, организатор, судья и спикер международных конференций, таких как Интерперманент, World Permanent, Global Permanent. Екатерина считает, что в профессии всегда нужно расти и совершенствоваться. В этом видео она покажет, как сделать красивую мини-тату. Данная услуга поможет каждому мастеру повысить свой общий чек и зарабатывать больше. Мы с моделью уже определились с эскизом, трансфер подготовили, перевели наш эскиз. Для того, чтобы в процессе работы пигмент у меня не разбрызгался по поверхности, нам нужен будет вазелин, и выбрали мы фирму Ханафи. Сегодня мы будем работать пигментом от Ханафи номер 7. Это Deep Black. Именно он является черным в палитре, и поэтому мы выбрали его для процесса создания татуировки. Кстати, сейчас действует скидка 10% по промокоду, который вы видите на экране. Воспользоваться им достаточно просто. Вы заходите на сайт Ханафи, выбираете нужный вам пигмент, кладете его в корзину, вводите промокод. Весь процесс создания татуировки мы разбиваем на несколько этапов. Первый этап – это создание контура. Он должен быть очень тонкий, очень невесомый, поэтому мы его делаем иглами Ханафи в конфигурации 3RL 0,25 диаметра. Аппарат у меня Скорпион, блок Critical. Затем мы будем делать растушевку, будем делать вип-шейдинг, но это уже вторым этапом. Сейчас я посмотрю, закрепила ли я эскиз у первого нашего цветка. Закрепление меня устраивает. Там, где мне нужен плотный контур, я работаю возвратно-поступательными движениями, не выходя из кожи. Медленно, никуда не спешу, продвигаюсь и наслаиваю пигмент. В самых темных местах у основания цветка, у основания листьев мы кладем очень ярко, очень плотный пигмент. В хвостиках листа мы кладем его растушеванными движениями, движениями тушевки очень легко на выброс. Вот вы видите, как я медленно двигаюсь, не выходя из кожи, там, где самые темные места у эскиза. На самом деле контур требует большой сосредоточенности и медленных движений. Важно хорошо натянуть кожу и близко поставить руки друг к другу. Мы нанесли контур, и сейчас мы делаем акценты на нашем эскизе и создаем тени. Делать мы это будем с помощью техники вип-шейдинг на небольшой скорости, около 8 на блоке Critical, на большом вылете и медленные, аккуратные движения для того, чтобы получились пиксели. Работаем мы не травматично, работаем мы поверхностно для того, чтобы создать очень мягкий и теневой рисунок. Иглу мы оставляем ту же. Это игла фирмы Ханафи в конфигурации 3RL 0,25 диаметр. Нам важно делать тушевку по форме предмета. Если листочек круглый, значит и тени мы выкладываем по этой форме, по форме круга. И это будет правильно и гармонично. Тушевка может быть как на себя, так и от себя. Обязательно кладу тот вариант эскиза, который мы выбрали в формате А4 рядом, чтобы смотреть на него и не ошибиться в распределении теней. Вип-шейдинг – это техника в мире татуировки, которую знают очень давно. Это та техника, которая позволяет создать тени путем их распыления на коже. То есть тень состоит из маленьких точек, которые видны. Мастерам перманентного макияжа будет просто начать работать в технике вип-шейдинга, потому что она схожа с техникой напыления на бровях и губах. Кожу мы обязательно растягиваем в 3 направлениях.
Я кладу мизинчик, очень плотно прижимаю всю боковую поверхность кисти к руке и обязательно левой рукой помогаю еще в 2 стороны растянуть нашу кожу. Для того, чтобы лучше чувствовать глубину в зоне работы, я использую технику замка. Это тогда, когда моя левая и правая рука касаются друг друга. Вы знаете, что в перманентном макияже у нас есть 2 вида контура. Это контур, который создается возвратно-поступательными движениями, и есть контур натушеванный. Так вот, иногда нам нужен натушеванный контур. Периодически я обрабатываю зону вазелином для того, чтобы она была мягкая и по ней не тек пигмент. Вот у этого нижнего цветочка у нас есть личинки, которые мы обязательно прорисуем. Когда мастер перманентного макияжа начинает делать мини-тату, либо тату больших размеров, он расширяет спектр своих услуг, он становится более востребованным, его средний чек растет. Как я пришла к созданию татуировок? На самом деле это было очень спонтанно. После того, как мои клиенты начали меня об этом просить, мне пришлось взять иглы, латекс и начать это делать. Далее уже просили обучать, что мы сейчас и делаем. Ставьте плюсики те, кто из вас работает с татуировками. Не обязательно работать с большими объемами рисунков. Можно начать с мини-тату, допустим, до 5 сантиметров, и у вас найдутся желающие, которые захотят это сделать. Несмотря на то, что мы работаем не травматично и достаточно поверхностно, татуировка и мини-тату держатся всю жизнь. Что касается работы с анестезией. Клиенты часто просят их обезболить перед нанесением татуировки. Лично я ни первичной, ни вторичной анестезией не пользуюсь, потому что процент действующего вещества в аппликационных анестетиках достаточно высок. И это чревато попаданием в сосудистое русло действующих компонентов. Соответственно, кожа дубеет, игла у нас не входит так, как нам нужно в кожу, и процесс затрудняется. Мы практически закончили, и я предлагаю вам сравнить 2 татуировки, 2 работы разных мастеров. Что мы видим на нашем варианте? Это тонкий контур, легкий вип-шейдинг, комфортное заживление, абсолютное отсутствие травматизации. Что мы видим на работе, которую выполнила не я? Здесь, видимо, мастер выполнял ее иглами конфигурации 9RL, может быть и больше. Контур жирный, контур очень яркий, кое-где татуировка шрамирована. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.